Всем привет, и в сегодняшнем видеоролике я вам покажу довольно старую, относительно недорогую и, на мой взгляд, очень качественную модель за свою цену в масштабе 1 к 43. И мы рассмотрим Opel Olympia кабриолет, который копирует прототип 51-52 года выпуска. Эта модель в дилерском исполнении из серии Opel Car Collection, и не стоит путать эту серию с журнальной серией Opel, которая появилась значительно позже. И в серию Opel Car Collection входили наиболее популярные автомобили этой марки. И не так давно я вам показывал Opel Rekord в аналогичной коробочке от производителя Schuco. Я думаю, многим из вас знакомы эти Opel. Во многих европейских онлайн-интернет-магазинах на некоторые модели из этой серии довольно хорошая скидка. И где-то за 10-11 евро вы спокойно можете приобрести Opel Monza, Senator, Ascona, Kadett. Я также видел в продаже Opel Corsa. Ну и Opel Rekord тоже встречается, но чуть реже, потому что у многих Opel Rekord, к сожалению, ломается кузов от цинковой чумы. И что касается Opel Olympia, то это модель от бренда Mini-Champs. И у Mini-Champs тоже встречались модели в таких коробочках. Например, у меня в коллекции есть еще Opel Capitan, а другие модели уже продублированы в обычной регулярной серии от Mini-Champs, поэтому дилерское исполнение я не приобретал в свою коллекцию. И что касается данных масштабных копий, то эти модели, на мой взгляд, стоят своих денег. И, например, если говорить о данном Opel Olympia, то точно такой же Opel был в регулярной серии Mini-Champs, правда, стоил он в 2 раза дороже. И для Opel Collection эту масштабную копию окрасили, на мой взгляд, в более привычный для этого автомобиля такой серовато-синий цвет. В коробочках Mini-Champs такие Opel были окрашены в темно-бордовый и в темно-зеленый цвета. И также у Mini-Champs, помимо варианта кабриолет, предлагался обычный закрытый кузов. И как раз закрытый Opel у меня в темно-сером цвете, правда он в обычной коробочке от Mini-Champs. И если эту модель я в свое время покупал за 25 евро, аналог от Mini-Champs мне обошелся в 46. Так что тоже видите, какая разница. И здесь довольно симпатичная упаковка, также модель дополнительно страхуется картонной коробкой, и коробочку я уже не буду вам показывать, я ее показывал в видеообзоре на модель Opel Rekord. Кому интересно, можете найти старый видеоролик. И здесь картонка не имеет каких-либо надписей, просто 2 значка Opel. И сам дисплей-кейс здесь тоже очень необычный. Вот такого типа дисплей-кейса я больше нигде не встречал. Очень красиво сделан под наклоном подиум, и также вместе с этой моделью поставляется вот такой декоративный вкладыш с технической информацией о настоящем автомобиле. И давайте снимем колпак, посмотрим на эту модель поближе. И здесь в плане проработки типичный уровень Mini-Champs того периода времени. Очень аккуратная покраска, хорошая сборка, без пятнышек клея. И все детали аккуратно установлены на свои посадочные места. Ну вот так выглядит вкладыш. Написано Opel. На задней стороне есть иллюстрация автомобиля. И мне очень нравятся такие рисунки. Они чем-то мне напоминают старые журналы «За рулем», где на обратной стороне обложки были иллюстрации Захарова. Ну и здесь, конечно, информация просто продублирована на различных языках, одно и то же. И хотелось бы здесь больше фотографий настоящего прототипа, но тем не менее вот такие мелкие детали, на мой взгляд, только украшают масштабную копию. И давайте рассмотрим саму модель. Посмотрите, как здесь все собрано и окрашено. Отличное качество хрома, насыщенный переливающийся цвет кузова. И у этой модели прекрасно детализирован салон. Посмотрите, все окрашено, и напольное покрытие, и сиденье в 2 цвета, и рулевое колесо, и присутствуют небольшие приборы на торпедо. Также хромировано салонное зеркало заднего вида, и здесь также серебристой краской обозначены крепежные элементы для установки тента.
И сам тент у этой модели сделан в сложенном виде, и тоже синей краской обозначена вот такая каемочка. Ручка открытия багажника здесь из хромированного отдельного элемента. Также есть небольшая надпись Opel. Задние фонари здесь из прозрачного пластика. Оранжевой краской обозначены сектора поворотников. И издалека кажется, как будто фонари – это одна деталь с задним крылом. Настолько миниатюрен этот элемент. Также присутствует кругленький катафот. Он нанесен просто краской. С другой стороны, есть горловина и небольшой хромированный лючок бензобака. Прекрасно сделана выпускная система, она окрашена просто серебристой краской. Возможно, ее лучше было бы сделать в хроме, во всяком случае наконечник, тогда смотрелось бы более эффектно. Также отлично смотрятся колесные диски, хромированные колпаки, есть небольшой синий ободок и покрышки тоже здесь вполне приличные. Во всяком случае, для этого ценового сегмента. Отдельные дверные ручки. Дворники у этого автомобиля из тоненького пластика в хроме. И, конечно, можно было бы сделать стеклоочистители из фототравления, но не всегда такое улучшение обосновано. Например, на старых автомобилях мне нравятся дворники из пластика больше, потому что они объемные. Отлично сделана светотехника спереди, на стекляшках присутствуют рассеиватели, также прекрасно смотрится решетка радиатора, виднеются красненькие надписи Opel, и у этой модели не хватает номерных знаков, но при желании вы можете установить их самостоятельно, например, распечатать на принтере или, например, заказать различные декали. Правда, я не знаю, продаются ли номерные знаки того периода времени, если мы говорим о немецких автомобилях, но я думаю, это небольшая проблема. И давайте открутим эту модель от подставки, посмотрим, как она сделана снизу. Конечно, если говорить об уровне проработки нижней части автомобиля в 43-м масштабе, то здесь среди промышленных производителей лидирует AutoArt. У Шуко прекрасная проработка, у Миничемса она чуть послабже. И что мне не нравится у модели от этого бренда, так это 3 крепежных отверстия, которые идут строго посередине и портят вид нижней части автомобиля. И, например, они проходят и разделяют в данном случае коробку передач, карданный вал, и их можно было расположить в менее, скажем так, видимых местах, например, вот здесь или здесь, как это делает производитель AutoArt. Но, тем не менее, здесь прекрасно проработана нижняя часть спереди, сзади, присутствует окрашенная выпускная система, указан производитель, Миничемс, указан прототип, масштаб 1 к 43, и, естественно, эта модель изготовлена в Китае. Так что вот такой замечательный автомобильчик, который украсит любую коллекцию автомобилей марки Opel. И для сравнения я вам приготовил близких родственников. И у меня в коллекции есть автомобиль «Москвич», который выходил в рамках журнальной серии. Это, по-моему, модель из венгерской журнальной серии или из румынской. И здесь тоже окрашен салон, но изначально на модели был вкладыш просто из черного пластика, а вот этот вкладыш я поставил из тестового выпуска «Автомобиль на службе», милицейский «Москвич», и у меня было 2 таких модели, как раз вот на один из обычных гражданских вариантов я поставил окрашенную плашку. И у меня также в коллекции есть еще модель от нашего автопрома, как раз вариант кабриолет. И об этом «Москвиче», честно сказать, я уже и забыл, что он есть в моей коллекции, и наткнулся на него только тогда, когда искал похожий открытый автомобиль. И тоже вполне симпатичная масштабная копия, она сделана точно на такой же пресс-форме, как и модель из журнальной серии. И этот вариант стоил даже дешевле, чем аналог из «Автолегенд». По-моему, за эту модель я отдал 250 рублей, в то время как аналог из журнальной серии продавали за 320. И здесь уже изначально был окрашен салон, конечно, в один цвет, но тем не менее тоже вот такой небольшой штрих, который украшает масштабную копию. И пишите ваши комментарии, какая модель Opel из серии Opel Car Collection есть в вашей коллекции.
продукции. Возможно, вы приобрели Opel Monza, Senator, Kadett, Ascona, а возможно, у вас тоже есть вот такие перепаковки продукции Mini-Champs. Если вам понравился этот видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на моем канале. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.